Это было в феврале 1945 года в Польше, когда советские танки ворвались в Бунцлау. Одна из наших боевых машин попала в засаду фашистских «Тигров» и была подбита. Член экипажа, механик-водитель Александр Рощупкин, получил ранение в бедро и контузию. Из горящего Т-34 его вытащили боевые товарищи. Боец Виктор Пожарский разрезал на нем одежду, чтобы перевязать рану, и тут обнаружил, что перед ним вовсе не Сашка Сорванец, как привыкли называть Рощупкина в полку, а женщина. Фронтовая биография Саши Рощупкиной началась под Москвой на Волоколамском шоссе. В Подмосковье, закончив курсы шоферов, стала фронтовым водителем. Должность шофера не женская, поэтому Александра выдавала себя за мужчину. Под бомбежками она возила на передовую снаряды, а на обратном пути забирала раненых. Так, спустя 136 лет Александра повторила судьбу кавалериста-девицы Надежды Дуровой, снискавшей славу в боях с войсками Наполеона в составе улановских и гусарских полков. В начале весны 1942 года фронтовых водителей привезли под Сталинград в танковую школу, но закончить ее не успели. Немецкие войска прорвались, и территория школы внезапно оказалась во вражеском тылу. По другим сведениям, школа подвергалась авианалету. Курсантам пришлось выбираться мелкими группами. Фронтовичка потом вспоминала: днями идти не получалось, ночами частенько передвигались ползком. От формы остались одни лохмотья. Дошли одинаково живописными. Одежда, сапоги, руки и даже лица были одного цвета – земляного. И знаете, я переживал из-за того, что плохо выгляжу. Женщина остается женщиной даже в мужском обличии. И мечта Александры сбылась. Через неделю была направлена на фронт механиком-водителем танка Т-34. Воевала в составе 62-й армии генерала Чуйкова. В части ее прозвали Сашка Сорванец. Рощупкина вспоминала: ради чего я так рвалась на передовую? Ради близких, конечно. Хоть и кричала на фронте за родину, за Сталина, но воевали все равно за родных, конкретных людей. Кто за маму, кто за сестру или брата. В Сталинградской битве, ставшей одной из кровопролитных в истории Второй мировой войны, Рощупкина была дважды ранена и контужена. Танкисты и пехота несли самые тяжелые потери батальонами и полками с обеих сторон. Но Саша чудом уцелела. После Сталинградской битвы были бои на Курской дуге, далее за освобождение Белоруссии. На стене Брестской крепости есть надпись: «Мы освобождали Брест. Рощупкин Александр Митрофанович». Почти 3 года ни командир, ни экипаж, ни однополчане не догадывались, что механик-водитель Саня Рощупкин – девушка. Ее тайна открылась только в феврале 1945 года во время наступательных боев на территории Польши. Танкисты прорвались в город Бунцлау, ныне Болеслав. Там их ждала засада немецких «Тигров». 34-ку подбили, она загорелась. Рощупкина была тяжело ранена в бедро и контужена. На помощь тогда кинулся механик-водитель Виктор Пожарский из соседнего танка. Он принялся перевязывать и сейчас же распознал в Сашке Сорванце девушку. Закончив перевязку, он передал Сашу санитарам. 2 месяца она лечилась в госпитале, а в полку в то самое время поднялся шум. И когда история с танкистом-девицей стала известна командованию, за нее вступился генерал Василий Чуйков. В итоге Рощупкина избежала наказания, ее оставили в полку, а все документы переоформили на женское имя. Войну Александра закончила в Дрездене, но уже не танкистом, а командиром пулеметного отделения в составе 62-й армии. В Дрездене незадолго до капитуляции гитлеровской Германии Александру Митрофановну еще раз ранило. Но в Берлине Сашка Сорванец все же побывала. Генерал Чуйков организовал экскурсию своим лучшим бойцам. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими оккупантами, Александра Рощупкина была награждена орденом Красной Звезды и фронтовыми медалями. После войны Рощупкина была демобилизована. Счастье улыбнулось ей. Она смогла найти своего мужа, который тоже выжил в мясорубке войны, хотя вернулся покалеченным. Семья Рощупкиных решила переехать в Куйбышев, ныне Самару. Детей у них больше не было, дали знать о себе фронтовые ранения. Так, душа в душу, они и прожили вместе 28 лет.
Александра Митрофановна работала по привычной специальности – водителем. Позже она окончила политехнический институт и получила диплом инженера, преподавала. В 1973 году ее муж скончался, но бывшая девушка-танкист продолжала вести активную жизнь. Александра Митрофановна участвовала в деятельности Самарской общественной организации женщин-фронтовичек, выступала на встречах с ветеранами. В 1985 году Александра Митрофановна была награждена Орденом Отечественной войны второй степени. Александра Митрофановна умерла в Самаре в июне 2010 года, спустя месяц после своего 97-летия. А в музее 29-й школе на видном месте стенд «Женщины на войне», посвященный отважной девушке-танкисту, ее удивительной и легендарной судьбе, достойной захватывающего романа. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, и подписывайтесь на канал. До новых встреч!